Всем привет! Сегодня у нас полеты тренировочные. Самолет называется Сверд Т-770. Сверд переводится как меч. Я его купил по распродаже, стоимость недорогая была, где-то порядка там около 4000 рублей. Ну, вот он. Первое впечатление: хлипковат, но пережил несколько таких серьезных падений, тем не менее. Скорость сваливания высокая. Чуть замешкался, и он входит в штопор. Причем штопор такой, знаете, интересный. Плоский штопор. Плоский штопор. Даешь полный газ, и он из него, если нет запаса высоты, он из него не выходит, парашютирует на полном газу. Вот, я тут попытался поэкспериментировать с ним. В прошлый раз поставил винт чуть больше. Ну, летать стал как бы порезвей, но кончилось тем, что сгорел мотор. Мотор стоял 2212, 2450. То есть у меня такого мотора нет. Поставил мотор мало низкооборотистый, 2212, 1400 оборотов и винт. Вот видите какой. Не помню там какой, 80 на 60, не помню какой, 80 на 60, не помню. Вот. Ну, попробуем взлететь. Самолет оборудован контроллером полета с функцией стабилизации. Приемник Радиомастер R88, батарея 3300 миллиампер, 3S, регулятор 40 ампер. Такие дела. Правда, последнее время вот я к нему уже приспособился, летать стал на нем интересней. Вот, но мои эксперименты привели к тому, что я сжег мотор. А почему я винт поставил побольше? Потому что приходилось летать на полном газу. То есть это тоже как-то не совсем правильно, я бы так сказал. Так, подключаем батарею. Вот сюда нужен мотор высокооборотистый, и в то же время, вот видите, вот винт, большой винт, он будет цеплять на посадке за землю. Ну и на взлете с колес так не взлететь. Ну, я ради эксперимента поставил мотор, какой у меня был. Проверяем рули. Работает. Проверяем двигатель. Ну так-то тяга-то вроде бы неплохая. Все в порядке. На взлет. Да, тут у меня шасси подломилось в прошлый раз. Я его забыл заклеить, что ли. Вот, кстати, переднее колесо управляемое, вот смотрите. Ну, в общем, на любителя такой самолет, я бы так сказал. Так. Ого. Так. Ну, давайте попробуем. На этот раз что у нас будет. Полетели. Ничего, так довольно уверенно пошел. Управляется, слушает управление. Вот полный газ. Ну, пока не так уж и плохо.
с этим мотором. Сливается с небом. Плохо видно его, он белый. На фоне светлых облаков его почти не видно. Ну да, на любителя, конечно, такой самолет. Непростой. Но то, что я со стабилизатором летаю, это, конечно, мне сильно помогает. А так бы я не знаю, как с ним управляться. Опа! Опа! Вот на выходе из петли чуть-чуть не хватило высоты. Уронил. Так, ну и чего у нас теперь получилось? Получилось у нас, что нос согнулся, наконец-то. Сколько я его ронял, но нос был более-менее всегда в порядке. Теперь вот такой, как интересный такой носик стал. Ладно, не смертельно. Сейчас смотрим, что у нас с двигателем. Ну, двигатель раскаленный. То есть этот мотор или винт опять большой, скорее всего. Винт большой для этого. Да, раскаленный мотор. Винт большой для этого мотора. Так что вот такие вот эксперименты. Дурные, можно сказать. Ну, это поисковый маяк работает. С этим винтом летает он неплохо, но мотор перегревается. Явно перегрев мотора. Так что, ну, носик я тут поправлю. Ничего страшного не случилось. То есть все-таки чуть-чуть не вышел из петли самолет, зацепился крылом за куст. Ладно, этот полет закончен. Всем до новых встреч, до свидания.